Ребята, всем привет! Собрал я, значит, вот такой компьютер на М4 платформе в свистопердельном исполнении. Хуета. Тут, конечно, дело вкуса, но своего потребителя найдет. Обошелся он мне в 26 тысяч рублей. Ну, с внешним видом тут все ясно. Переходим сразу к корпусу. Корпус я купил на Озоне за 2473 рубля. На тот момент это был самый дешевый корпус для TX Plat с 4 свистопердельными вентиляторами в комплекте. Выглядит он окей. Спереди сбоку каленое стекло, снизу закрытый блок питания. И за эти деньги есть даже пылевой фильтр на вентиляторах. Снять стекло и почистить фильтр не вызовет никаких трудностей. Если вдруг кто-то подумал, что этот корпус непродуваемый, то спешу обрадовать. Расстояние между стеклом и вентиляторами настолько огромное, что в него помещается мой палец. Кнопка включения с подсветкой, прикольно. Дальше стандартно, кроме кнопки LED. К ней я подрубил перемычку биоса. Это чтоб не разбирать компьютер по 10 раз после неудачного разгона. Хотелось бы мне видеть здесь Type-C, потому что разъем на материнской плате имеется. Но если на корпус потратил всего 2 косаря и хочешь Type-C, то... Саня, хуй соси. Спереди компьютер выглядит неплохо. Ну и погнали к железкам. Собирал я это все из говна и пала, потому что сейчас цены на железки такие, что собирать компьютер с новья... Оно и нахуй не надо, допустим. Все вот это вот добро обошлось мне в 4 косаря. Больше всего проорал с комментов на коротком видео. Логично же предположить, что никто целенаправленно бэушный кулер за 4 косаря покупать не будет. Это все покупалось в комплекте. Эх, кулек за 4000. За такие деньги можно купить чуть ли не самые топовые кульки. Ну так купи себе, блять, топовый кулек за 4 косаря и играй на нем без материнки процессора. Купил я это все у знакомого как неработающее железо. Что-то крутится, но сигнала нихуя нету. С его слов комп просто выключился и перестал включаться. Уже только при детальном осмотре я заметил надломанный уголок. Тут видно, что проходит какая-то дорожка, которая явно повреждена. Но тем не менее проблема заключалась не в этом, и надломана она уже была скорее всего давно, так как комп погас просто во время работы. Комп запустился после того, как я просто переткнул процессор. Не знаю, за что отвечает эта дорожка, но обрыв имеется. Одну дорожку я сделал, вторую запаял. Ну и надеюсь, что я своими кривыми руками ни хера тут не перемкнул. Ну и проверяю результат своей работы. Изображение есть, значит все хорошо. Значит, что тут по материнке? Хоть и старая, то довольно жирная мамка. Разъемы перечислять не буду, тут и сами все видите. Единственное, что могу сказать, что чипсет поддерживает разгон. Могу выделить хорошее питание процессора по системе 6 плюс 2 фазы. То есть на эту материнку можно подкинуть абсолютно любой процессор AM4 и питание с ним справится. На задней панели нет ни одного USB-шника 2.0. Все более-менее современные, Type-C, 3.1. Быстренько накидываю термуху и ставлю кулер. Кулер я решил поставить другой, ибо, как сказал один философ, управлять оборотами он умеет, свистопердилки на месте, но и теплорассеяние заявлено 120 Вт. Пиздешь. Его стоимость я не буду учитывать, потому что она примерно равна тому кулеру, который здесь был. Оперативку я купил за 2200 на Авито с Авито доставкой. В этот раз не хотел долго выпасывать, поэтому взял, что попалось. NVMe я под систему взял на Озоне от Lime Store. Всегда разделяю систему и игры физическими дисками, чтобы при одновременном обновлении винды и какой-нибудь игры из Steam комп не троил, захлебываясь в потоке данных. Ну, соответственно, не будет теряться скорость и снижен риск отвалов. Его реальная скорость на скрине. Да, к сожалению, это удорожает сборку. И можно сократить расходы на 1500-2000 рублей, поставив один NVMe на 512 гигов. Оно и нахуй не надо, допустим. Чисто под игры инспект на 1 терабайт. Про этот диск мне особо нечего рассказывать, я сам таким пользуюсь. Так как на нем нет системы, перезаписываться там особо нечему, и будет он служить долго. Купил этот диск на Алике года 1,5 назад. По текущим меркам дороговато. Питать сборку будет блок от компании Chieftec. На блоке есть активный PFC, сертификат 80+. Целенаправленно я его не покупал. Достался он мне с очень интересным компьютером за 5 косарей, который я купил на Авито. Кстати, подпишитесь, чтобы не пропустить. Оцениваю его примерно где-то в косарь. Предыдущий владелец вообще хер положил на обслуживание своего компа, и весь компьютер выглядел вот так. Абсолютно засранный. Я дунул воздуходувкой в блок. Мое настроение улучшилось, потому что блок стал чистым. В данном блоке везде установлены конденсаторы фирмы Tipo. Те люди, которые шарят, говорят, что это хорошо. И поэтому даже в таком состоянии этот блок будет получше даже некоторых новых. Так как данный блок стоял до этого в другом компьютере, правда там были перекручены все хер пойми как. Поэтому пришлось все распутывать и упаковывать заново стяжками. Что корпус, что блок питания не предназначены для кабель менеджмента. Где смог прикрутил стяжками к корпусу, где не смог просто связал 2 пучка и засунул под салазки. Проводов в этом блоке реально дохренища. Задняя крышка закрывается без проблем, спереди никаких проводов не видно. Так, что по видеокарте. Обошлась она мне в 11 косарей, без Авито доставки. Когда эту карту покупал продавец, она была на фирменной пломбе. С его слов, где-то полгода назад он ее обслуживал. Но когда ее забирал, там была разница на хотспоте примерно 30 градусов. Что я вижу после вскрытия? Справа на отпечатке подсохшая термопаста в нормальном количестве, а слева паста уже разложилась на составляющие компоненты, а снизу пустое пятно. Скорее всего, на этом пятне и есть самая жаркая точка. И такой отпечаток говорит о явном перекосе радиатора. Этот перекос как раз произошел из-за того, что кто-то, как выразится современная молодежь, навалил сюда синей сваги. Термопрокладка тут настолько толстая, что даже остался отпечаток от текстолита. К качеству самой прокладки претензий нет. По состоянию видно, что термопрокладка действительно укладывалась недавно, но только вреда от нее больше, чем от старой. Но самое обидное, знаете что? Когда я смотрю видос,
Запросы про ремонт видеокарт частенько в этих сервисах гонят на Авито мастеров. На Авито натыкайтесь на самые дешевые объявления, договаривайтесь, относите туда свою карту. И далее, исходя из нашего с ребятами опыта, есть 3 варианта развития событий. Первое. Все делать нормально, качественно. Мастер обслужил карту, забрал свои 500 рублей за проделанную работу, вы получили карту, вставили в комп и сидите, кайфуете на протяжении долгого времени. Красиво звучит. Жаль только, что вероятность такого исхода крайне мала. Поэтому второй вариант, причем самый распространенный. Казалось бы, все сделано нормально, видеокарта хорошо работает. Однако мастер либо нарочно, либо по глупости обслужил карту спустя рукава, и вы этого не заметите. Как итог, ваш девайс может выйти из строя через полгода, и вы будете гадать. Почему так? Эх, то ли дело обслуживаться в сервисе. В сервисе владельцу этой видеокарты сказали, что там термопрокладки нестандартных размеров. И если загуглить, из 4 постов только в одном написано, что термопрокладки там 2 мм. И при подборе толщины прокладки они, блять, опирались на этот пост. Эта видюха очень редкая, мы не знаем толщины ее прокладок. Поэтому захуярим вот так. С вас 5 косарей. Всего хорошего. Ой-ой. И тут хочется процитировать великого философа. Авито или сервис, неважно. Рукожопа есть везде. Что там по состоянию самой карты? Состояние компонентов на карте превосходное. Чип ГПУ не ужаренный, надписи на памяти не пожелтели совсем. Карту я, естественно, переобслужил. В принципе, со сборкой все, дальше установка винды. Решила сюда накатить образ официальной винды 25H2. Тут особо интересного ничего нет, кроме одного забавного момента. Тут неправильно расположены слова раздел и диск. Сначала должен указываться номер диска, а потом уже существующий раздел на этом диске. Тут же сделано наоборот. Обновили тут интерфейс установки, сейчас он выглядит максимально скучным. По-хорошему он должен выглядеть так. Все было бы лучше. BIOS, кстати, с 2019 года здесь не обновлялся. Я его быстренько накатил и перешел к настройке. Первым делом меняю язык, выставляю XMP профиль, тут он немножко по-другому называется, но сути это не меняет. Ребар, если поддерживается видеокартой, обязательно включаем. Ну и раз материнка поддерживает разгон, гоню процессор, пока он не упрется в возможности этого сраного кулера. Новый BIOS настроен, новая винда установлена. Казалось бы, что может пойти не так? Я впервые столкнулся с таким понятием, как AMD Moment. Это что такое, а? Пришлось немножко повозиться с драйверами. Винда подкидывала свой драйвер, и при установке драйверов с официального сайта поверх него получалась такая ошибка. Пора переходить к играм. Начну с той игры, где очень важен процессор. И тут, собственно, у меня возникает вопрос. Не, ну за такую стоимость компа, наверное, это нормальный результат. Просто как не зайдешь в комменты в ютубе или в тиктоке, каждый школьник знает, что лучше собирать на любом Ryzen, чем на Xeon. Ну или на 12100F, потому что по сравнению с любым Ryzen, там у Xeon однопоток херовый, да-да, вот это вот. И сейчас, внимание. К этим тестам я добавил Xeon и 12100F. И вот сразу сходу попытайтесь отгадать, кто из них кто. Ну а пока вы думаете, я напомню, какими комментариями переполнен интернет. 12100 или Ryzen 5500 китайская материнка. На Xeon ни о каком киберспорте даже думать нельзя. Там задержки жесточайшие, плюс просадки. Может даже подфризивать. Короче, такой подуага киберформа станет только хуже. Видишь просадки? Нет, и я не вижу. А они есть. Если для контры, то 12100 будет лучше любого Xeon. Контре похуй на количество ядер, ей нужна однопоточная производительность. Ну, как видишь, бывают не любые Xeon. А если еще к нему приложить руки, которые растут ниже жопы, то получится хороший результат. И да, этот Xeon в контре выдает больше кадров, чем Ryzen 2700 и 12100F. Если что, настройки низкие без апскейла, чтобы не было упора в карту. А что это за Xeon, я вам пока что не скажу. Подпишитесь, чтобы не пропустить. На нем будет сборка. Не, ну базару, конечно, нет, что Xeon уже не обновить. Если вместо Ryzen 2700 поставить какой-нибудь 5600, то, естественно, результат будет лучше и FPS улетит в космос. Но ты только стоимость сравни, и не надо ставить в пример Авито. Насколько легко покупать на Авито, можете посмотреть в этом видео. Ну и в целом я не буду рассказывать, как работают здесь игры, хуёво или плохо. Все видите сами на графиках. Единственное, что скажу, что на этом компьютере можно играть в Full HD, на высоких, на средних, в некоторых играх даже без апскейла. Где-то можно даже на ультрах играть, но с включенным апскейлом. Ну а где-то это просто необходимость. Без апскейла уже будет играть не очень. Ну и подведу итоги. Успел я его собрать до подорожания железа. Компьютер в будущем можно будет проапгрейдить, так как на M4 есть более производительные процессоры, и питание материнской платы выдержит абсолютно любой процессор. Да, единственный, конечно, есть недостаток, это то, что здесь PCI Express 3 версии, но в целом ничего страшного. Новые видеокарты будут терять незначительный процент производительности в пределах погрешности. Ну, собственно, на этом все. Ребята, мне очень важна обратная связь, поэтому пишите что-нибудь в комментах, отвечу всем. Только единственное, прошу, не пишите всякую херню по типу, что можно добавить там 5000, купить еще что-то попроизводительней, потому что это и так все давно известно. Поэтому, если добавить 5000, вы можете собрать вот такой вот компьютер. Можете посмотреть вот здесь, который и производительный, и его также можно будет апгрейдить. Ну и, собственно, ставьте лайкосики. Материала у меня хватает, пилю контент дальше. Все обнял, приподнял, покружил, поставил на место.